Приветствую всех на канале Окно в реальность iSpeak. Продолжаю видеообзоры по нашей поездке на Камчатку с экспертами клуба iSpeak и что мы сумели обнаружить, да и вообще как происходила экспедиция. 5 число, 4-й экспедиционный день, тоже не сильно порадовал нас погодой, туман, слегонца такой ветерок, ну, в общем, все прелести непогоды. Тем не менее, мы решили двигаться по намеченному маршруту, и в первой части было посещение Сережиной базы, где он демонстрировал еще ряд своих находок. Смотрите. Так, мы снова в гостях у нашего замечательного Сереги. Вот его находки. Значит, в руках у Александра Сергеевича сейчас заточной камень. Что ты скажешь на этот счет? Ну, камень классный. Вот выработка по камню идет. Так, сейчас я смотрю, как ты показываешь. Вот она. Да. Вот она. Но это все в одном слое, вот с наконечником. Вот оно, да. Да. И он в руке лежит, во-первых, хорошо, удобно. Это для человека. Это не гигант был, не исполин. Это для человека, потому что вот держать вот так вот хорошо, удобно и прочно. И клинок вот так вот прям сам идет, прям это уберешь, он очень удобно работает. Вот. И что могу сказать про сам камень? Сам камень тоже, ну как бы, наверное, такие камни могли быть и в природе. Просто такие вытянутые. Потому что он как потом не стачивался. Вот у него вся выработка минимальная. У него вся выработка там миллиметра 3-4. То есть он, во-первых, он соответствует прочности стали, которую точили. Вот. И он не уступает ей, он не выработался, не раскрошился, он не сточен. Ну хорошо, а теперь вот там же, в том же слое были найдены вот эти черепки. Это в другом месте. Ну, насколько? Под черной сопкой. А, это под черной сопкой уже, да? Это туда, куда мы поедем. Ну вот интересно, смотри, видишь, получается ухо внутри, а снаружи отожженное. Ты видишь? Да. Ну, вот это донная часть, вот да. Да, и именно что отожженное, именно снаружи. И что это такое, я даже затрудняюсь сказать, почему. Очень тонкая керамика. А можно один черепок угрохать? Можно. Можно. Сейчас. Я пытался склеить. Сейчас принесу. Не, я сейчас молоток принесу. Ну вот, народ, видите, Причем такое здесь уникальное. наушники, Да. Где мой пакет? Сейчас мы наведем резкость, чтобы было всем понятно. Вот примерно так это выглядит. Ушко. И здесь какая-то выработка. Вот в этом месте непонятная. Видишь, внутри ухи. Очень интересно. Ага. А для чего так интересно? Ну вот мы тоже сейчас над этим размышляем. Я думаю, что подписчики канала Окно в реальность iSpeak дадут какую-то оценку этому и выскажут свои гипотезы, верно? Когда уши снаружи, они получатся в огне. Ну да. Подвешивать, да, как раз? Чтобы там крючки, наверное, цепляли. Ну да, вариант. Я тоже об этом подумал, что подвешивать. Проволоки-то не было. Какой? Дай, который похуже. Мы его, скорее всего, разобьем, потому что, судя по всему, это 150-200. Ну так что это... Так, молоток Шмидта. Мне не надо ругаться, что я его разобью. Александр Сергеевич предпринимает классный удар. Не ходить можно, все. 150. 150. 150. Это глина была. Это обычная глина, без добавок. Без добавок. Мы били такие черепки, похожие, у хеттов. Там прочность таких кувшинов была под 500. Под 500. Прилично. У них толщина была 25-30 миллиметров стенки. А вот этот померить. А здесь, да, сейчас, конечно. А здесь этого нет. Не, мы всегда вот на эту вот. Да, напрямую пойдем.
Ты его край держи. Не. Край держи, все нормально. Это полпальца. О, мало. Еще разок. Еще разок. Вибрирует просто. Не, это надо вот вынести на бетонную плиту, да. Он не будет на это. Он понимаешь, он пробивает до основания. Вот на этом фундаменте надо. Вот. Сейчас еще 5 минут. Так залазьте по машине. Ну, все равно. Он показывает 250-300. Ну, 300. Кстати, нормально. Для точила. Точила не должно быть там 900. Ну да, конечно. У него задача другая. У него не задача рвать металл. У него задача... Бери лопату, откопайте Сталина там. Ну да, 250. Ну, кстати, нормальный точильный камень. Очень хорошего качества. Ну вот так. Какую подведешь черту под тем, что мы сейчас увидели? Ну, вероятнее всего, это все-таки такие достаточно простые и достаточно несложные изделия. Особенно керамика, которую мы видим. Да, да. Вот. Там, как она использовалась, это другой вопрос. Но стенки очень тонкие. А как бы диаметр был порядка миллиметров 300. То есть, как бы, ну, проще. Ну, судя по донышку, да. Невозможно, потому что они не прочные, достаточно большие, очень тонкие. Но вот сейчас, допустим, в Турции сейчас есть блюда, которые делаются в одноразовой посуде. Ну да. Запекается, разбивается. Не готов проводить параллели, но все может быть. Понятно, спасибо. В этом экспедиционном походе нашей группе предоставилась возможность погрузиться в быт местных жителей, и мы занимались сбором, так сказать, полезной еды. А собирали мы морскую капусту и мидии. Но это место нам преподнесло еще некоторые сюрпризы. Думаю, что ваши комментарии и ваше мнение относительно увиденного дополнит картину наших исследований и поможет разобраться с тем, с чем мы столкнулись. Ну вот, для того, чтобы понять быт, как здесь жили, как сейчас здесь живут, наша группа выдвинулась на очень интересное занятие. На пути на 3-ю базу, на костер, мы собираем капусту. И если повезет, то еще и соберем мидии. Вот. У нас здесь Вова, Немов, Саша. И тоже камень, смотри какой, тоже такой прямоугольного плана. Да, да, да. Самая дальняя надпись, которая попалась, 1939 года. Вот еще камушек с надписями. Винг век. Пойдем, Санечка, пойдем. Пойдем мерять сейчас, производить замеры. Александр Сергеевич. Вот мы делаем замеры электромагнитного поля и радиационного фона. Вот. Ну, что могу сказать? Радиационный фон здесь повыше, чем у нас по ужетке. Примерно процентов на 15-20. Может быть даже на 30. Нет, вот уже на 30% было больше точно. У нас он был 10, а да, здесь 15 единиц. Это раскапуста. Вот. А он меняется, потому что он уже по накопительному принципу работает. Да. Да. Так, давайте посмотрим, что у нас с электромагнитным полем. С электромагнитным полем, да, теперь? Давайте глянем. Давайте. О, у нас тут магнитность. А, нет, ни хера не появилась. Здесь ниже. 2,84, у нас было 3,2. Угу. Здесь ниже.
То есть энергетические электроспособности ниже значения. Здесь весь берег, это металлическая стружка черная такая. Магнитом проводишь, и он прям такой. Когда приезжаешь, что магнитного поля нет, не пойму. А? Магнитного поля нет. Ну ты смотри, мы уже который день наблюдаем за тем, что магнитного поля нет. О! Не, поползло сейчас в ноль. А? Сейчас в ноль сползет все. Вот оно в ноль сползает и все. Да. Но здесь чуть-чуть до тройки не хватает. Да. Пошли на камни сходим. Конечно, будет Ну то же вот самое. ближе камни, самые ближние, мы можем на ближнем. Не, вот тот, вон там, у прибоя. Добрый Александр Сергеевич Что? решил погонять нас. Ну ладно. Эксперимент есть эксперимент. Так, на камне. О, здесь засело 15-16 в пределах вот прямо вот грань. Ну, камень больше всегда. Да. Камень всегда больше. Причем надо, в принципе, разные камни, они могут быть разные. Так, что у нас здесь показывает 14, да? Но стабильные такие почти. Стабильно. Почти одинаковые, да? Да, почти Там было одинаковые. 15. Там 15 было. Вот это я хочу странный камень померить. Ага, да, давай вот этот давай. Нет, То же самое, 15. 15. Дальше не идет. Дальше не идет, да. Там раз классно, на 16, но и Да. все. Ну и все. О, здесь магниточка появилась. Не, Ну было, но чуть-чуть, было. чуть-чуть. Долго было. Долго было, да. Долго было и показывал большое значение. Но нестабильное. Ну здесь еще меньше, видишь, 2,6. Да, Там было 2,9. Да. Видишь, сбрасывает. Что-то есть, но так. Да. Весьма. Вон полоса целая. Ага. Пойдем снимем ее. Пойдем. У нас магнита с собой нет, жалко. Там в гараже это надо было брать. Ну, а кто ж думал, что ты... Я хотел взять магнит, забыл. Да, здесь магнитку должен показывать. А? Магнитку должен показывать. А он реагирует сколько? Это как раз на железо. О! Снять. Песочек у нас, короче, да? О, видишь, нет. Железненый, да? Здесь все честно, видишь? Вижу. Нету. Нету. Красиво. Магнитный А песок. сбоку? Вот там вот еще. Ну, все. Есть. Есть. Требовалось доказать. То есть здесь присутствует какая-то железная стружка. Здесь присутствует очаговая, я бы Очаговая. так сказал, железная стружка, что, скорее всего, говорит о том, что это фрагментарные выпадения песка все-таки из-за кометного хвоста. Интересно. Скорее всего. Ни с того ни с сего он не образовывается. Это не тот песок, который образовался в результате распада двух гаек и одной шестеренки. Ну, но это песок, это именно песок, который привнесен в атмосферу. Я согласен здесь полностью с Олегом. Но там слой толстый. Ну вот он, ты же видишь, реагирует сразу на металл. На металл, видишь. Но оно И к магниту липнет, да? Но еще есть вторая теория, то, что это следы пиролиза, то есть серьезного воздействия температурного на разного рода объекты
Это при помощи оружия уже делалось, какого-то, опять-таки. Температура 1500 градусов, и весь материал, любой материал превращается, соответственно, в кремний. Все. Что мы имеем? Что мы имеем? Во-первых, это не железо. Это минерал в любом случае. Вплавленный. То есть окисляться будет очень долго. Как бы руда. Как бы руда. Это же не частички металла в прямом виде. Вот металлические, как бы говорят, металлические метеориты, они же не металлические, Сереж. Вспомнил о магните, Серега. Ну надо же. Магнит нашел? Да. О, пожалуйста. Да. Пожалуйста. Да, полностью ежик. Ежичек. Да. Сейчас, подожди, сейчас мы снимем. Сделай еще раз. О! Не, прямо вот на руку положи, да, чтобы мы показали, что он действительно не потому, что он мокрый, а потому что... на этой штуке у него тоже хорошо смотрелось. Да. Опаньки. Красота. Просто красота. Опять струсил, опять собираем. Опс, 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 собрался. Смотри, опс. Красота. Вот, пожалуйста. Сейчас резкость. Магнитный песок. Да. Слоями не весь, отнюдь не весь. Не весь, но именно слоями. Смотрим. Да. Ну, а дальше мы рванули на третью базу. Это, конечно, не передать словами. Основным объектом третьей базы является комплекс «Костер». Посмотреть первые наши исследования этого места вы можете в фильме «Мистика Камчатки», для того, чтобы иметь представление вообще, о чем идет речь. Погода была не ахти, и в связи с чем съемки было очень трудно вести, поэтому для того, чтобы иметь общее представление об этом объекте, загляните в первый обзор по Камчатке. Еще раз напоминаю, «Мистика Камчатки». Добавлю, мнение экспертов группы iSpeak подтвердило наши первоначальные гипотезы о том, что же это было за место и как оно работало. Смотрите. Вот такое впечатление, что как залив какой-то. Да. По Слоями. опалубке. Да, по опалубке причем. Слоями это одно, а второе, что вот нижний слой, а тут тоже был бетон, но его смыло, его раскрошило. Но он был сегментом залит. Вот да, этот сегмент весь развалился. Вот они слои, вот они идут.
Это точно. Мы добрались до места, которое условно назвали пирсом. То, что соотносится с понятием мегалитика. Сейчас Александр Сергеевич подойдет, и мы продолжим. Александр Сергеевич впечатляет? Да, красивое видно. Охотское море. И это, кстати, не снег тает. Здесь все время постоянный ручей. Да? Это не снег. И не море. И не море, конечно. Ну как, приятно такое видеть, Александр Сергеевич? Вот подтверждение теории происхождения воды из гор. Водичка пресная. Да. То есть мы видим снова типа трещины, типа вертикальные. Обратите внимание. Итак, здесь практически на всей вот этой плоскости, которая составляет около километра. Камень не калиброванный, видишь? Не калиброванный. Что взгребли, то и замешали. Такой по-скорому, да? Игорек. Игорь. А, вот, смотри. Одна сверху. Да. Как опалубка, А видишь? здесь раньше сверху вот так блок лежал. Блок лежал сверху. Вот упал его. Вот это. Ага. Это вот он. Ага. Вот это Ну эта штука вот совсем недавняя. Ну вот я вам скажу так, ну может быть 200 лет, может быть 300, вот так вот. Ну такая вот она вот совсем. Он разрушается очень быстро, понимаешь, Сереж? Да, он слабый, он до 200, у него марка никакая. Мы не видели древние, чтобы так А делать. ты бил его? Да, Саш, 200, 180, 200. Слышь, на электромагнетизм померить. Может это вообще осколок какой-то? Достань этот сам. Нет, тот же. Тот же, что есть. 288. Металлоискатель? Да. Пин. Пин. Это что значит? Это значит, там железо есть.
Может, это метеорит вообще? Смотри, все. Ого, не все. Ну да, есть металл. Да притом хороший металл. Пищит хорошо. Какой-то металл есть. А ну-ка плечом мне позвони. Не, у тебя титан. Не берет там, да? Где-то проходит арматурина, где-то нет. Игорь, металла много. Металлодетектор срабатывает. Ну а тут нету, а там Металл в составе. А здесь нет? Ну, видишь? Да. Я говорю, может, кусок металлита какой-то. Здесь нет. А Смотри, там как есть. интересно. А там есть. Да. Саш, я хотел обратить внимание, посмотри. Вот идет она залива. Да, да, я вижу, да. Смотри. Она проходит, видишь, через всю. Да, 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 да. То есть блок, часть залита, Ну. следующая часть и следующую часть заливали. Ага. Ну, то есть это явно, то есть это, ну, это идеальное. Таких трещин не бывает. Тем более на таких объемах. Ну ты видишь, очень слабый цемент, очень слабый. Ну, по всей вероятности приглашали гастарбайтеров Космический. космических. Здесь нет. Вот, айспик на подъеме на гору. Вон уже народ у нас поднялся с этой стороны. Вон еще народ уже поднялся, девчонки. Дмитрий там подсобил им. Красота. Мы идем непосредственно к объекту, который называется костер. Вот мы с вами сейчас опять зреем объект, который мы назвали, не мы назвали, который здесь местные называют костер. Здесь особая энергетика. Я думаю, что каждый ее здесь сможет чувствовать. Вот перед вами жертвенник, на наш взгляд. И здесь несколько. Мы считаем, что это было каким-то обрядовым местом. Но это наша гипотеза. Решать вам, а ученые молчат. Вот такой вот. Пошли вперед. Еще одна жертвенная ванна. И с той стороны мы покажем еще одну. То есть это все-таки какой-то комплекс такого мистического склада. Но опять же мы повторяемся. Это наша гипотеза. Айспик наслаждается. И вы видите дорогу, которая движется дальше в море. Если мы уберем 150 метров океана, которые сейчас считаются лишними, опять же по гипотезе Олега Павлюченко, то у нас здесь глубины порядка 120 метров, и
возможно, мы сможем здесь пронаблюдать какие-то конструкции одной из прошедших эпох. Вот примерно такой костер. Приезжайте. Уникальные места, потрясающая природа. Несмотря на то, что сегодня уже у нас 5 июня, сегодня холодно, целый день туман, некоторые наши планы не состоялись, но тем не менее на костер мы все-таки попали, мы все-таки сюда догреблись. Так что с нами или без нас, но лучше с нами. Да. Такая типа а-ля воронка, но это не воронка. Это не воронка, а вполне возможно, что есть пустоты под этим местом, а они чувствуются. И промыло, и мы получили вот такую красивую вороночку, в которую уходит вода. Вот так вот. То есть там 100% есть какие-то подземные емкости пустые. А там она с камня вытекает потом. А там она может и вытекать, вполне возможно. Вот эти тропинки, это тропы медвежьи. Обратите внимание, мы сейчас движемся четко по медвежьим тропам. Погнали.